Вердикт вершителя. Теперь, дорогой читатель, вы знаете все, что необходимо для управления реальностью. Вы не сможете изменить весь мир, но отдельная реальность в вашем распоряжении. Когда вы освободитесь от иллюзии дуального отражения и окажетесь снаружи зеркального мира, перед вами откроется вечность, таящая в себе неограниченные возможности. И в этих словах нет ни капли излишнего пафоса. В пространстве вариантов хранится 3 поистине бесценных дара: ваше будущее, которое вы способны материализовать, сокровенное знание, которое может превратить вас в гения, и еще нечто такое, от чего просто дух захватывает. О последнем вы узнаете чуть позже, а сначала поговорим о знании. Вам может казаться, что ответы на ваши вопросы известны неким, особо выдающимся умам, поэтому вы ищете нужные сведения в различных источниках, то есть учитесь у кого-то. И так может продолжаться до бесконечности. Вы только и будете всю жизнь обращаться к тем просвещенным, которым якобы известно, что и как следует делать. Ну а те-то откуда все это знают? Может быть, они прочитали много книг и поэтому стали такими умными, или может у них имеется в отличие от вас какой-то особый талант. Ни то и ни другое. Представьте, что вы прилетели на Землю с далекой планеты. Здесь все иное, незнакомое, непонятное. Люди из вашей группы разделились и отправились в разные стороны. В результате каждый сделал какое-нибудь открытие. Оказалось, что в лесу можно собирать съедобные грибы и ягоды, в море можно купаться и ловить рыбу, в горах кататься на лыжах. А еще на земле живут всякие существа, одни безобидны, а другие не прочь съесть вас самих. Точно так же человечество постоянно открывает для себя что-то новое. Поток этих знаний нескончаем. Но изобретают и творят единицы, а остальные с удивлением смотрят, как этому человеку удалось до такого додуматься. Наверное, он избранный. Что же делает человека избранным? Его цели и двери уникальная, присущая ему одному стезя. Как только вы пойдете своей дорогой, вам откроются сокровища мира. И тогда другие будут на вас смотреть и удивляться, как это вам удалось. Вот так все просто. Парадокс заключается в том, что этот простой принцип хоть и лежит на поверхности, но в то же время с трудом осознается. Все люди догадываются, что для достижения новых, непокоренных вершин успеха, нужно выйти из общего строя и отправиться своей дорогой, но все равно продолжают упорно шагать по чужим следам, стараясь повторить чужой опыт. Однажды, когда я был маленький, мои родители взяли меня впервые в лес. Отец с матерью то и дело находили грибы и радостно возвещали об этом всему лесу. А я никак не мог ничего отыскать и отчаянно метался между ними, наивно полагая, что стоит лишь последовать за кем-нибудь из взрослых, как счастье сразу же улыбнется, ведь раз они находят, значит знают, куда надо идти. Но все было тщетно. И лишь тогда, когда я пошел самостоятельно в другую сторону, мне наконец попался большущий гриб. Родители заверещали от зависти, а я преисполнился гордостью за себя первооткрывателя. В тот момент я кое-что понял, но до конца так и не осознал. Впоследствии мир еще не раз показывал мне, что если свернуть с протаренного пути, которым следует большинство, и отправиться своей дорогой, то можно найти сокровище. Но потом я снова и снова вовлекался в общий поток, подаваясь стадному инстинкту. Здесь проявляется отличие осознанного знания от осведомленности. Вы можете о чем-то смутно догадываться, но это не поможет. Между смутным представлением и четко сформулированным знанием лежит целая пропасть. Первое, в отличие от второго, не подходит в качестве руководства к действию, а потому не имеет практической ценности. Трансерфинг в этом отношении расставляет все точки над «и».